Привет, я Алекс. Ну, кто забыл. Сегодня мы в Варшаве. И сегодня у нас день подарков. Ну, очень любят говорить такой вот день распаковки, там вот подарки, там что-то пришло. Все очень просто. Знакомые написали, что у нас какая-то фигня лежит, она не работает, и никто не помнит, как она работала. Но похоже на компьютерный, значит, тебе этот хлам нужен. Увы, не скрыть. Оказалось, что это нечто, на что думали, что это клавиатура, но это вот надпись «Сюбор» не наводит на мысли. Дырка под картриджем. Это Dendy. Ну, почти Dendy. Famicom. Russian English Computer Learning Set. Дети в 90 каком-нибудь втором-третьем году приходили и говорили: папа, я хочу работать на компьютере. Вот очень недорогой как раз компьютер. И вели папу вот сюда, вот Dendy. Ну, а папа что? В 92 году папа видел компьютер тоже только в кино. Детям мороженое, бабе цветы, ну, то бишь дети с играми, папа с уверенностью, что дети вырастут инженерами, будут умными. Сказали, что оно совсем не работает. Ну, не работает и не работает. Но Dendy жив и будет жить. Мы его отремонтируем. Надеюсь. Там ничего сложного не должно быть. И сейчас посмотрим. Пошли. Итак, начнем. Ну, первое, что видно. Вот эта вот кнопка явно не от компьютера, то бишь это, наверное, питание. По сравнению с обычной клавиатурой, да практически то же самое, одинаковое. Но сюда картридж вставляется. Аудио, видео, РФ это на антенну, питание. Похож на принтер, кто его знает. Много шурупчиков, не пожалели. Шурупы главное не потерять. Все еще не отдает, значит и эти придется снять. О, они короче. Один шуруп раздолбанный. Может, он таким и был. Что с ним делать?
на нем просто сделаю поперечный прорез, и это будет не под крестовую, а под плоскую отвертку. Ну, если такого же не найду. Похоже, никто его никогда не открывал. Очень уж тяжело выкручивается. Еще один. Тоже сделаем разрез поперек дремелем. О, какая прелесть! А клавиатура у нас очень оригинально сделана. Не пришлось все кнопки отковыривать. Ну, вообще, хорошее решение. Можно налить воды, и ему ничего не будет. Так. Корпус грязненький, его откладываем и будем мыть. Просто в воде и просто с мылом. Даже пыли нет. Хорошая клавиатура. Мембрана живая. Сейчас все проверим. Если какие-то кнопки будут плохо нажиматься, резина подсохла, то мы ее намажем в этом месте глицерином. Не, вроде все нормально нажимаются. Это можно делать без опаски, руками, потому что с этой стороны контактов нет. Контакты все вот здесь вот. Ну, ее трогать не надо, она чистенькая. Так. Ну, устройство простейшее вообще. Вот здесь слегка пыльно. У нас есть слот, пара конденсаторов, конденсатор по питанию, да, это кнопка питания, болтается, кстати, можно подвернуть ее покрепче будет. Первый раз вижу вот такой вот разъем с железным ограничителем. Ну, правда, тяжело откручиваться. О. Здесь еще, короче, шурупы. Тоже их откладываем. Если у вас плохая память, да даже если хорошая, лучше откладывать кучками, чтобы помнить вот что к чему было. У меня память плохая. Через час, когда я буду закручивать, я забуду, откуда какие были, так что я вот группирую, как они вот здесь, так и там. Так, держим. Ну и кнопка питания. Вот ее могли бы и довернуть, вот вообще вот, только наживлено.
Кнопка тоже в мойку. Корпус тоже в мойку. Ну, не очень грязный, но какой-то вот все-таки в пятнах. Так, чем богатым? Ну, с клавиатурой понятно. Вот вообще народ не заморочился. Она просто приложена к ламелям и прижата была. Вот это круглый паучок, это и есть, собственно, Dendy наша современной переработки. Так. Клавиатура и пару логики для принтера. Эту плату можно не трогать. Тут нет конденсаторов, тут нечем умирать от времени. Здесь и здесь, ну, вообще самый частый признак смерти вообще вот у старых компьютеров — это умирающие конденсаторы. Чаще всего, ну, минимум в половине случаев, достаточно просто поменять конденсаторы, и все уже заведется. Ну, вот сейчас этим и займемся. Они все одинаковые. Вот все в соплях клея. Надежно, на века. Изолента, жвачка. Все хорошо. Так, только у меня конденсаторов нет, так что мы их сейчас поедем купим. Ну, вот как-то вот керамику сюда ставить не хочется. Да. Откладываем. Вся плата в потеках канифоля. Ее вообще не мыть. И не подрезали ножки. Так что тут есть чем заняться. Сначала почистить надо. Чего ее в грязи-то дергать?
помытые. Ну вот, совсем другое дело. В принтерную часть можно не лазить. А тут мы чего-нибудь сделаем. Так, болтается кварц. Мы его сейчас подпаяем. Случайно ляжет, может сократить. Ты накрутишь прямо в видео.
конечно, повыше. Я думаю, так, распаял я их феном. Тут сотка должна быть, но поставлю 470. На питании много не бывает. Просто теплая вода. Помытый корпус. На нем остались полосочки, риски. Попробую сейчас показать. Вот это не просто краска и не просто грязь. Оно, видимо, это куски изоляции.
Бывает, что если долго изоляция к пластику прижимается, некоторая изоляция выделяет какую-то гадость, и в этом месте пластик бугрится. Это вот как сопли такие. Их никак не убрать, их только срезать. Ну или взять кусок наждачной бумаги и потереть. Да, так вот и убирать. Это менее деструктивное действие, чем заливать какой-нибудь химией. Это 120-я, потом надо взять помельче, 300-ю, 600-ю, ну, 800-ю очень мелко, наверное, не нужно. Тогда не останется никаких царапин и следов. Все равно остается, все равно в глубине. Есть средства для отбеливания пластика, так вот они не помогают. Если проводите ногтем и вот спотыкается, это не помутнение пластика, это уже другое. То, что спасает от желтизны, не спасет вот от этих пятен. Ну и продолжаем. Вверх. Ну, совершенно та же история. Вот. Отметки. Они выглядят, как будто чем-то горячим приложили, как паяльником. Но это не паяльник, это изоляция и химическое взаимодействие в течение многих лет. Ну тут попроще. Это мы тоже сейчас сотрем. К счастью, на надписях нет. Остаются ли пятна? Остаются более светлые. Но с этим ничего не поделать. Можно отбеливать целиком клавиатуру, но я не хочу. Все эти вот средства для ультрафиолетового отбеливания, они, по-моему, они вредят пластику. Через несколько месяцев появляется какая-то труха на нем. Ну, теперь собираем все в обратном порядке.
тонкий момент с клавиатурой. Вот здесь, если не забыли, как собирали и разбирали, просто нарисовано. То бишь контакт у нас снизу. Там. Чтобы попасть, нужно подложить резиночку, которая тут была. Положили. А теперь подсовываем клавиатуру. Если все нормально, она ляжет прямо на свое место. И по рисунку мы видим, попали или нет. Кажется, попали. Вот, по контактам смотрим. Вот. Все хорошо. Собираем шнуровкой наружу, ну в смысле вот косым выключателем. Кто помнит откуда фраза шнуровкой снаружи. Все. Кнопку поставили, теперь все это можно собирать. Подключаем питание. Видео и аудио. Не хочу его по антенному подключать. Так. Джойстики. Вот этот провод, собственно, и виновник всех бед. Вот именно он. Вот он такой весь из себя шершавый, как лаком покрытый. Это из него что-то сочилось, и все получилось так плохо. Какой из них первый, какой второй, я не знаю. Ну, второй. Подключим сначала сюда. А этот сюда. Так, как любая Dendy, без картриджа это работать не должно. Картридж есть. Вот такой из себя замечательный. Он действительно специальный, и, по-моему, вся уникальность этой машины вот именно в картридже. Что они отдельно не продавались. Управление с клавиатурой, занимательное печатание, музыка и песни, редактирование, вычисление, G-Basic, F-Basic. Посмотрим. Дуть не будем. Один. Ну как, он еще и просит я.
Твердый знак. Не успели. Это у нас тренажер клавиатуры. Ну, а что, нужная вещь дома. Дальше. Занимательное печатание. Что, упражнений мало было? О. Ну, давайте на английском. Стрелки бегают. Enter включается. На X L G O R. Блин, вот знали бы вы, как неудобно, когда вот видите, у него буквы, основная клавиатура русские буквы, черные, большие, крупные, а латинские красные, маленькие. Ну, в общем, понятно. О, Escape работает. Да это просто супер. Любит он на мизинце давать буквы. Как не N? И О, мягкий знак Г. Ну ладно, работает. Я не хочу знать, какой там приз. Вон пропадают при попадании шарики. Escape работает. Музыка и песни. Ля-ля-ля-ля-ля. Вообще ассортимент китайских товарищей не очень широкий. Че, правда, что ли? Это цветет камина? Калина? Ой, это все китайцы знают. Но... Я с трудом эти мелодии узнаю. Вот. Советские дети, наверное, их знали. Да не знали. Ну, народная украинская мелодия. Только я слов не знаю. Тост. Забайкалья, где дальше не помню, что я... Да. 4. Редактирование. Ну, видимо, подсказка. Английский. F1, английский шрифт, русский шрифт, вверх, ой, ой,
Ой. Да тут нужна инструкция, в общем. Ну, давайте. Войдем. D. Имя файла. И куда его? Ну ладно. Hello. Субор. Хорошо. Перевод строки жесткий. Давно я их не видел. Как там русский был? Не, это не русский. Во. Привет. Ага. А запятые где? О, как в Windows. Волока. Супер. Что дальше делать? Ага. Это страничная штука. С учетом того, что здесь принтерный порт есть, типа можно распечатать, наверное. Но у меня не осталось принтера, который работает от ЛПТ. Так что, наверное, Escape. Ага, сейчас. Ну ладно, питание. Вычисление. О, ну-ка. 3. И что можно сделать? Плюс. Минус. Посмотрим. Вау. Ну еще раз. Вау. Какая серьезная штука. В общем, неудобный калькулятор. А так ничего. Так, куда я попал? Не знаю. Вау. Ну, давайте Basic. 4 килобайта свободных. Ну, пускай там. Какой тут знак восклицательный, очень восклицательный. Ну, а ран как? Что, прям так писать? Вау, работает. Хо-хо. Хо-хо-хо. Но с учетом того, что записывать не на что, тут нет магнитофонного порта, который иногда был на японских фамиконах. Но вот игру мы написать можем, и поиграть в нее, да, но очень недолго. До выключения. Так. Нет, не прерывается. А, прерывается паузой. Ну и ладно. А дальше? О, ресет есть. Я его только заметил. Еще раз попробуем. Gbasic. Что такое B-график? Понятно. Тут же все делалось символами. Знаком места рисуешь и вперед. Можешь себе уровень нарисовать какой-нибудь.
Угу. Ну, хорошо. Это был F Basic. Ну-ка. Это, видимо, строчная вариация. Да. Помедленнее, замечу. Какой-то совсем интерпретатор. Ну, ладно. Ну вот, наши труды закончены. Оно отремонтировалось. Теперь оно живое. Ну, было бы оно живое изначально, мне бы его никто не дал. Вот красота. Теперь вы знаете, что Dendy бывает с клавиатурой. Можно понажимать кнопочки, что-нибудь написать в бейсике и послушать «Выходила на берег Катюша» в китайском варианте. Никогда не слышал. Может, даже не услышу. Всем спасибо, война окончена, собственно. Вот. Если что-то еще пришлют, я еще чего-нибудь починю. Все, пока.